Дорогие друзья, всем привет! У нас, значит, продолжается дискуссия, общение с интересными людьми. Я недавно познакомился с человеком под ником Scrap. Он ведет интересный телеграм-канал, который называется «Будни реверсера». И я прямо читал комментарии, вообще смотрел его посты, мне прям очень понравилось. То есть человек реально интересный из того, что вот я вижу. Так что сегодня будем разбирать интересную тему, анализ малварий, и посмотрим вообще, что из себя представляет. Это снова в цикле общения по поводу информационной безопасности, правильно? Ну да, естественно, тут как бы ничем другим и не грозит, собственно. Именно так. Ну, тогда приступим. Недавно я делал небольшую короткую записочку на свой телеграм-канал, что я ищу ратник, Ремкос Рат. Мне он нужен был для обзора, потому что я достаточно часто видел его в отчетах о китайских хакерских группировках. Мгм. Вот, я сам хотел его изучить, собственно, потыкать, посмотреть, ну, просто ради интереса, посмотреть, как он внутри, там, попытаться его разобрать. Собственно, я на гитхабе нашел интересный репозиторий. Сейчас я его покажу. Репозиторий Мгм. 3-летней давности. Тут якобы написано, что это последняя версия. Я не нашел крякнутую версию, потому что Ремкос платный. Но, типа, я сам крякнул я. Ну и, собственно, я не дебил, чтобы запускать это все у себя на основной машине. То Мгм. есть, условно говоря, у меня там Windows 11, домашние программы, Telegram, все вот. Ну, то есть, стандартная такая операционная система с играми совсем. Я как бы использую всегда виртуальные машины. Ну, собственно, вирусы ты всегда работаешь в изолированной среде, которая не имеет доступа. Ну, то есть, например, если просто как демонстрация, я пропингую Google из этой виртуальной машины, мы увидим, что нам отвечает некий 10021. Это соседняя виртуальная тачка, Слушай, которая а есть, а эмулирует есть вообще разница? всю сетку. Есть разница, если подрубаться по NAT или бридж в этом плане? То есть может какая-то утечка произойти из-за виртуалки на хост, уязвимости? Ну, Наверняка ж. конкретно здесь она Мгм. произойти не может. То есть, Мгм. ну, тут, как бы, потому что они полностью изолированы. Как это реализовано? Это реализовано вот здесь. Сейчас, секунду, не помню. Куда я заходил. Вот, система, сеть. Здесь два бриджа. Ага, ага. Первый, собственно, основной бридж, на котором сидят мои виртуалки, которые мне нужны, чтобы у них был интернет. И у него есть линк на сетевое устройство самого сервера. То есть вот он, типа физический сетевой интерфейс, и, соответственно, виртуальный сетевой интерфейс. Ну, например, вот мой сервер, а, если мы зайдем у него в оборудование, мы у него здесь увидим, что у нас здесь как раз-таки используется VMBR 0. Мгм, мгм. Вот. И вот он, соответственно, у нас есть линк на основное сетевое устройство, которое уже подключено непосредственно по патчкордам в роутер воткнуто. Вот. А также у нас был создан другой Linux Bridge, у которого, ну, я не стал особо запариваться, в 24-ю маску поставил, и подсеть у него отличается. То есть здесь у нас подсеть идет, не подсеть, сеть. 192, 168, 88, 252, которая у нас Ага. приходит с роутера сеть. То есть здесь у нас уже сеть идет 10.0.2.0. Вот. И в эту сеть объединены две машины. Собственно, вот эта машина, вот эта. И вот, соответственно, malware — это, соответственно, машина, в которой я работаю. Вот это просто сервер для эмуляции вообще всего интернета. То есть, условно говоря, если я захочу отправить запрос на, ну, не знаю, условно какой-нибудь домен Гугла, то у нас вернет вот здесь адрес 10.0.2.1. Мгм. Если мы залогинимся в эту виртуалку, сейчас root, по-моему, такой пароль, да, то мы увидим, что как раз-таки адрес этой виртуальной машины у нас 10.0.2.1. Ничего себе. То есть ты несколько виртуалок одновременно запустил, соединил их в одну сеть,
Да, И и вот. она полностью изолирована от локальной сети. То есть Мгм. буквально трафик никуда не пробегает. Для чего это нужно? Потому что, ну, например, если мы, ну, например, условно разбираем, ну, точнее, как разбираем, вспоминаем великий и ужасный Eternal Blue и WannaCry, Мгм. то мы вспоминаем, что они распространялись по SMB первой версии через уязвимость. Который был дырявый, по-моему, как ужасно, как решето. Да, 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 СМБ. да, да, да. Ага. Вот. И чтобы тут такого не произошло, ну, все вот в одной изолированной сеточке тусуется так. И, собственно, как бы я скачал себе этот репозиторий, думаю, дай хорошо потыкаюсь. Собственно, в данной виртуалке я вообще не парюсь, запускаю абсолютно любые файлы, вот, потому что святые снапшоты. И если что, просто откатываем. Вот. И, собственно, он мне выдает вот такую ошибку. Я решил, собственно, после этого посмотреть, а что, собственно, может, что-то не так, может, ему действительно каких-то библиотек не хватает. М. Зашел, глянул в Detected Easy, ну, собственно, C-Sharp, и вот этот файлик, он в будущем при многих анализах может пригодиться, может не пригодиться. Это PDB-файл, отладочный файл просто. Вот. И также я решил просмотреть строки. Вот. В строках я нашел очень интересную вещь. В строках я нашел вот такую запись, которая полностью совпадает с ошибкой. Вот. Ну, То есть просто это один в один. подожди, это не настоящая ошибка винды, а это ошибка, которую они вписали в саму, значит, в саму малварину. Это да, 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 да. То есть это, условно говоря, это не ошибка. Это гуишка программы. Мгм. Вот. И, И собственно, вспоминаем, что Detected Easy нам сказал о том, что у нас здесь нет никакой обфускации. Ну, мы не видим никаких записей о том, что это здесь есть обфускация. Также можно посмотреть какую-нибудь энтропию. Здесь мы увидим, что она здесь тоже достаточно А низкая. энтропия Там это вот что, типа... извини? Ты шаришь, я просто не знаю, что такое а, энтропия в этой но ситуации. если кратко и не вдаваясь в подробности высшей дискретной математики, то это некое значение, которое показывает сжатие байтов, которое высчитывается по особым формулам, которые, если я сейчас начну объяснять, то мы здесь, ну, часов на 5 минимум, потому что там Ага. нужен, ну, минимум базовый курс дискретный, базовый курс высший, и если кто-то забыл, то еще и школьный, вот, математики, а, которая нужна как раз-таки для определения того, что у нас файл сжат, не сжат. Ну, то есть тут, по сути, достаточно просто, можно посмотреть, это если энтропия у нас будет высокой, то есть вот, например, там 8, 9, 7, это уже считается как бы сжатый файл. Вот. Но здесь мы видим, что энтропия держится на уровне 4,6, и как бы здесь она достаточно низкая, и если мы посмотрим на график, то он достаточно плавный. Вот. И, собственно, у нас как раз-таки основной файл текст, он у нас как раз-таки начинается, текст содержит в себе весь исполняемый код. Это одна из секций PF-файла. То мы увидим, что он здесь достаточно стабильный и ровный, то есть код не обфусцирован, скорее всего, и не упакован никаким образом. Я решил открыть программу, одна из первых, которая приходит в голову при работе с C-Sharp. Где ты все Закидываем эти сюда. утилиты берешь? Сейчас такое количество, это же надо в каждом Ну, нарыть все. ну, так это ну, вообще изначально это автоустановщик Flare VM, это сборка для реверсера. Тут А, она автоматически вот эти все тулзы доставляет, и я потом просто поверх сборки накатываю еще какие-то свои, то есть это которые, ну, типа кали, но для реверсера, да? Вот такая ну, кастомизация, если так типа сравнить. того, да, но шутки ради, в практически каждом анализе, только если вот не каком-то простом, приходится доставлять свои тулзы. Мгм. Типа не хватает. Интересно. Вот. И мы здесь видим, собственно, assembly info, базовый для, ну, собственно, .NET приложений. Значит, так, откроем PS Studio. Если мы увидим, посмотрим в assembly info, мы увидим, что у нас здесь подпись кипасовская. Кипас XC Team 2022 год. Типа паспорт менеджер от Кипас. Ну, типа, да. И Референс, типа. файл называется System32.
исполняемый. И, собственно говоря, вот original file name system32, а в манифесте он значит как myapplication.app. Как бы насколько мне жизнь подсказывает, если мы сейчас поищем файл, то сильно вряд ли, что system32 это файл, Файл. Это папка скорее. который, ну, это скорее, да, это скорее папка, но никак не исполняемый файл весом в 7 килобайт. Мгм. Типа, это странно выглядит уже. Вернемся к DNSPy. Здесь мы сразу переходим к точке входа. Точка входа — это место, откуда начинает выполняться вообще все приложение. Условно говоря, функция main, где вот она Мгм. начинает исполняться, там она и находится. И здесь мы видим, что у нас идет, собственно, наименование процесса, путь, и потом пошла, если флаг 2, если директория такая-то, то мы качаем вот это. А если у нас во всех остальных случаях мы исполняем вот этот код. А что это за А, users public VPN RAR? Это вообще у кого такое будет? Это, скорее всего, был какой-то еще одна компания, Мгм. которая, собственно говоря, нам выдавала, ну, типа, выдавала себя за какой-нибудь VPN. Вот. И также здесь у нас есть проверка на имя процесса. Вот. Но тут все просто. У нас создается стринговая переменная с доменом и адресом. Потом он его скачивает через веб-клиент, download файл, кладет в public system32, прописывает ему ключ автозапуска через В реестр. реестре. Мгм. Да, и просто в конце он его тут запускает. Ну, не тут, он его запускает па-па-пам. Ну он его, собственно, запускает сразу. Типа вот он, процесс старт, плюс текст. В тексте у нас валяется system32. System32 он замещает вот этим файликом. Вот скачанным Так. с этого домена. Вот он его Вот скачал. Это дальше, здесь... дальше запускается непосредственно файл этот, да, который он выкачал. И Нет, появляется этот вот. подожди, он его скачал вот А, здесь. мгм, Вот код загрузки. И, кстати, вот интересная наша строчка, мгм. которая выдает нам message box show. То есть, условно говоря, вот она, message box show. Вот эта строчка, которая нам выводит якобы сообщение об ошибке. Мгм. Ошибки никакой нет. А интересно, зачем они-то вообще внедрили это сообщение? Просто чтобы отвлечь внимание, да, больше как? Да, Потому да, что да, да, потому что, ну, типа, какой-то DLL-ки не хватает, ну и хрен бы с ним, типа, и, удалить. и забудь, и забудь про эту программу, а дальше Да, уже да, будет да, что-то делать да, свое там. да. По сути, данный файл является дропером. И также я раскопал, что когда непосредственно была актуальна эта фишинговая кампания, то есть 3 года назад, 22 год, а, там был бэкдор. То есть вот по этим доменам, ну, то есть вот здесь, по этим адресам у нас был бэкдор. Но сейчас ни домен, ни какие-то сейвов, ничего еще нету. Я это раскопал на каком-то китайском форуме, где сидит полтора просто землекопа. Это было найдено просто Google дорками. Вот. И больше никакой информации нет. То есть там просто сказано, что в будущем он качает бэкдор, его запускает, и все. То есть он ставит эту программу, она в ожидании, постоянно, наверное, пингует, там, при каждом запуске пингует этот вот URL. Поэтому URL ничего не Нет, не находит, пингует, не пингует, не даже не пингует. пингует. Ага. Эта программа, вот эта, она нужна только для того, чтобы скачать вот эти файлики и их запустить, Мгм. прописать в автозапуск. Дальше они сами работают. А эта программа больше не нужна, потому что компьютер жертвы уже заражен. Это, мне Мгм. кажется, больше сделано с упором на каких-нибудь школах хакеров, которые вообще не понимают никаких ни азов кибербезопасности, ни еще чего-то. То есть, ну, условно говоря, если я получаю какой-то файл, например, в том же Телеграме, и я уверен, что файл от человека, например, от которого я не знаю, ну, скорее всего, этот файл окажется в изолированной виртуалке. Либо просто человек улетит в ЧС. Тут как бы два варианта.
Вот. А школьник какой-нибудь, он может повестись на то, что вау, ратник, надо потыкать друзей, аккаунты, украсть, там, нож у кого-нибудь в CSGO украсть, еще что-нибудь. Вот. И он может на это повестись. Ну, Это достаточно простая штука, но рабочая. слушай, а ему нужны повышенные привилегии? Вот, допустим, он запустился, ты говоришь, это Нет, дропер, да? он работает... В юзер Нет, он просто. работает... Он в юзер, да, так а тут нет никаких повышенных. У нас вот этот ключ реестра, он доступен от обычных прав. Мгм. Вот эта папочка, она, ну, типа, она тоже создается от обычных прав, потому что она создается не на диске C, не в папке users, а она создается от пользователя public. Ну да, Вот. абсолютно всем И доступно. Ну, то есть все. дальше мы путь не знаем. То есть получается, что он как бы что-то Ну, пыталась дальше сделать. будет просто бэкдор, да, который что-то будет делать. А что он будет делать? Ну, вопрос хороший, кто это все запустил. Да, Вот. вообще любопытно. Как казалось бы, все просто, но елы-палы, к чему все привести может. Ну, а вот по твоему опыту, вот такое написание кода, оно часто встречается среди фишинга? Вот подобный такой какой-то простой код, совсем не замысловатый, без всяких лишних ответвлений, скажем так. Часто еще такое Ну, встречается? ну, как дроперы, то, что вот М, сейчас мы видим, как дроперы достаточно часто. Дропером может выступать, ну, практически PDF-документ, скачанный не оттуда, потому что у PDF-документов, они же внутри имеют свои секции, там, где хранится изображение, где текст, где еще что-то. Вот, и м, во многих PDF-документах есть секция для JavaScript кода. Поэтому, м. ну, типа, это как личный такой прикол. Во-первых, всегда держите антивирус. Во-вторых, никогда не открывайте PDF-ники через браузер, потому что чаще всего в браузере JavaScript код выполняется Да. незаметно для пользователя. И, например, в этот JavaScript код никто не мешает засунуть в какой-нибудь Base64 обфусцированный загрузчик. Вот. Сделать такое, ну, я не знаю, минут за 20 может. Слушай, ну вот PDF-ки, да, я часто не проверяю, да, ну, как бы, Ну, так я, я тоже не проверяю. Я просто скачал отдельную программу, в ней нету вообще функции выполнения JavaScript кода, и ей пользуюсь. мгм. Ну, типа какой-нибудь Вот. окуляр там, не знаю, в Linux есть, Ну, ведь это же. именно окулар, именно он. Ага. О, не то что. KDE-шный. А Adobe, по-моему, исполняет, да, адобовские все эти инструменты, они, по-моему, исполняют по Я не дефолту. знаю, я не знаю. Ага. Не пользуюсь Ну, Adobe. это страшно, это страшно. То есть без привилегий. Я как бы обычно ожидаю подвох, когда программа говорит, эй, слушай, нужен доступ к ресурсам, дай там root права. И я такой, ну нет, конечно, не дам. Или там firewall, ты что-то ругается. Тут вообще ничего, никакого триггера не возникнет, только, не знаю, может Windows Defender возмутится, и то я не уверен, что возмутится на это все. Нет, Windows Defender нет, вообще нет. Ну, типа, э, у меня вот история как бы реально. Windows Defender ругался на мой Windows Tweaker, который был разработан в этой же системе. Я его писал для одного телеграм-канала по заказу. Мгм. Вот. Он ругался на него. То есть буквально там в соседней папочке лежит исходный код на C++. Но он ругается, что это вирус. Вот. Ну, какая-то сигнатура, видимо, его смущает, А или что? ну, я не знаю, что его там смутило. Я уже не помню, это давно было. Но при этом Windows Defender не смог, например, задетектить то, что у меня на рабочем столе лежал логбит в какой-то момент. Ну, буквально логбит третий, тот самый логбит, который, ну, выносит, который используется там вот в корпоративных атаках, еще где-то. Ну, тот самый логбит, и как бы он такой, ну, какой-то файл, ну и фиг с ним, типа. Да. А, Ну, честно говоря, как по мне, Windows Defender это вот крайне плохая штука. при этом люди зачастую рекомендуют, типа, да что вам ставить антивирус, он Defender, он справляется на 100% со М, всем практически, да. Вообще нет, вообще нет. Он даже по моему мнению, он даже типа на 10-15 не справляется. Его максимум это детектить какой-нибудь КМС авто. Мгм. И сильно популярную малварь, которая вот уже у всех на слуху по типу какого-нибудь WannaCry, который, ну, там практически только школьники не знают. Все, кто хоть как-то, хоть раз интересовался информационной безопасностью, все его знают. Даже не те, кто не интересовался. Как минимум, вот сисадмины, у которых на глазах это все происходило, все знают об этом. Да.
Ну, ты знаешь, что интересно, что очень многие-то уже переходят на Linux, на Mac, и, в общем-то, все эти вот такого рода вирусы, они, конечно, не будут иметь никакого значения в их случае, потому что оно, ну, как бы... Экзешники, да, даже не запустятся, а PDF-ские М, файлы с каким-то дополнительным JavaScript тоже, наверное, не будет иметь никакого эффекта, да, если там на Linux, потому что они, скорее Ну, всего, почему заточены. нет? Почему? Будут? Ну, вообще, тут очень хорошая шутка была про то, что хотел скачать вирус на Linux. Сначала он там не понял библиотек, потом оказалось, что он скомпилирован под другую архитектуру, потом под другое ядро, потом еще что-то, потом, короче, в конце устал, просто открыл исходный код вирусни, грепнул оттуда биткоин Да. кошелек, отправил туда $5. Вот Типа, вспоминая эту шутку, как бы у нас очень много разных «но» в Unix подобных системах, то есть как бы macOS и Linux это Unix подобные, вот. И как бы в них очень много разных «но», которые позволяют, собственно, этого избежать, в том числе и, например, очень жесткое разграничение прав. Мгм. Вот. Но я бы не сказал, потому что все-таки Linux это операционная система, и самая главная дырка в кибербезопасности всегда сидит между креслом и клавиатурой, а не в компьютере. Ну, таргетинг больше, как понимаешь, на юзеров Windows, которые в основном-то Linux не будет ставить человек, который, ну, зачастую не будет ставить человек, который в компьютерах не очень шарит. Я к этому больше как, ну, к этой, ну, в принципе, Ну, тут я готов с тобой поспорить. да, в госкомпаниях, наверное, тоже могут начали ставить, да, потому что там, типа, переходим на отечественное Ну, ПО. нет, нет, я не про какие-то компании, сам лично я. Мгм. Когда в детстве я просто узнал, что такое Linux, что такое Kali, что такое ратники, типа, в 12 лет я поставил себе Ubuntu, я не знал, как термопасту в компьютере поменять, но Linux я себе уже поставил. Вот. Но, кстати, Ну, зато офигенно разобрался, в какой-то момент там собрал Генту вообще легко. В 16, по-моему, лет я уже собрал Генту. да. А я Linux 2001 года М. пробовал, Linux Junior. Вот это было еще до всего. Там еще пакетных менеджеров не было, там нужно было все собирать, компилировать вручную. Тоже веселуха Как в была. Генту, по сути-то. Ну, в Генту, видимо, да-да-да. Ну, там вообще, по-моему, сам по себе дистрибутив весьма симпатичный был, и там все уже было готово, но в Генту, по-моему, ты с нуля там все настраиваешь, Ну там да, 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 вообще да. все. Включая компиляцию ядра, да, Да. все с нуля. Мгм. Ну Вот. вот. Но, опять-таки, проблема актуальна и для Linux, и для macOS, потому что и под macOS есть трояны, и вирусы, и вообще все. Под Linux все есть. Ну, например, ну, я не знаю, даже если популярное что-то брать, Cobalt Strike. Это команда Control Softina, которая, собственно, часто используется при пентестах, при различных мероприятиях, которые являются легитимными, но так она часто может использоваться как нелегитимная, и она имеет как бы возможность работы с Linux. Мгм. Мгм. Вот. То есть тут как бы все-таки надо делать ставку на то, что, ну, во-первых, как бы надо понимать, что, как и через что ты запускаешь. Да, да, в общем-то так. Ну и многие просто я к тому, что многие пользователи говорят: да у меня там Mac, у меня Linux, я как бы защищен, я не буду париться. А Нет. я увидел даже, знаешь, что в Ubuntu по умолчанию даже firewall выключен, UEFI. Я поставил, думаю, неужели так? А, Да, да, даже да, firewall да, да, выключен. да, да, да. Не, вообще, я могу назвать единственного человека, который, ну, как не конкретного человека, а просто единственный человек, который будет действительно защищен от любого рода вирусов, Так. который вот прям 100% ничего не подхватит. Как ты думаешь, кто это? Ну, вот не конкретный человек, кого там имя, фамилия, а вот что он должен сделать, чтобы им стать? Ну, из розетки интернетовской вырубить просто и локальную сеть какую-нибудь свою сделать в своей комнате, и все. И то не факт, и то все равно, Нет, нет. И все равно можно. да, все равно может подцепить внутренне. А, Не знаю, параноик, ну, тут логично, что параноик вариант, хотя и параноик подхватить может. Не знаю, у меня нет ответа. Ну, ты был прав про розетку, только надо не интернетовскую розетку вытаскивать, а 220-ю. То есть не включать ничего вообще. Но это как с Вообще, да. багами. Это как с багами, знаешь, Вот. вопрос тестировщика. Есть ли приложение, в котором нет багов? Ну, таких вообще не бывает приложений. Тут то же самое. Вот. Да. То есть стопроцентной защиты не бывает никогда. Ни от Да. каких-то хакерских атак, ни еще от чего-то. Ни Ну и в антивирусы не конце концов, помогают. нет, нет, нет. Ну и в конце концов, вот
М, Реальный кейс со слов моего товарища. Есть организация, в ней работает дяденька бухгалтером. Ну, мужик работает бухгалтером. Ему на почту приходит письмо, в письме файл Касперский, корпоративный Касперский, купленный Касперский. Ругается 16 или 17 раз на этот файл. Этот мужик отключает Касперский и запускает файл. Во-первых, почему у него есть права отключить себе Касперский? Как бы Ага. вопрос уже первый хороший. Во-вторых, он, ну, как бы, где мозг у человека, когда ему Касперский сказал 16 раз? Я понимаю, если вот, например, опять-таки я напишу какую-то программу, она не будет там подписана, она иметь будет сигнатурно что-то не то, и Касперский мне скажет, что нет, вот это фигня. Но я знаю, что в этой программе, потому что я ее сам написал, я могу ее запустить. А Мгм. если мне Касперский выдает хоть один детект, хоть на что-то, ну, я лучше, честно говоря, найду другую программу. Либо запустишь ее в Даже если виртуалке, это, где-нибудь там просто для теста, ну если вам да, нужна. даже если это Steam, скачанный с официального сайта. Ну, просто на А, всякий случай. а более того, ты же знаешь про этот случай с NPM недавно, да, который был, когда вроде бы казалось, там, ты даже есть твоя программа, а там куча пакетов, которые подхватывались NPM, и какой-то пакет был заражен, и это все равно попадало в Мгм. репозитории Да, основные. я знаю случай получше. Какой? Недавно выяснили, что одна игра в Стиме платная, причем она стоила что-то косарь полтора, Мгм. она крала печеньки, ну, куки у людей. Ни хрена себе. То есть она заходила там в браузер и прям тырила там дейта. Да, зачем в Типа браузере? Они все в апдейте валяются. в апдейте. Да. Ну, в смысле, апдейта. Я понял. Ну да, просто. Ну, я как раз к этому, да, что апдейты копируют. Хотя расположение в Linux, мне кажется, там что-то другое. Ну, понятно, Ну, в короче говоря. Linux это, по-моему, local share или кэш папки. То же самое, да. Казалось бы, да. Какая-то защита должна быть. Уже столько лет мы с интернетом, и при этом вообще никакой защиты даже от этого нет. Но, не, защита есть. Просто вопрос в том, что надо понимать, зачем ты эту защиту себе ставишь, и, типа, надо понимать, что надо делать в каких-то определенных ситуациях. Когда, например, вот Касперский тот же выдает какой-то детект, а, чтобы было, ну, не было проблем, потому что, м, условно говоря, вот как я говорил раньше, что Касперский может иногда фальшивить. Любой антивирус может иногда фальшивить, даже самый лучший, даже тот, который вы сами лично под себя напишете. Но просто надо фильтровать то, что он говорит. Все равно, знаешь, если Касперский мне скажет, допустим, там точно вирус, я такой, да не, это фальшь, я все равно его запускать не буду по-любому. А если я решусь его запустить, то вот я, да, либо виртуалкой запущу, либо, скорее всего, я еще попробую в сэндбоксе запустить. Знаешь, в сэндбоксе программа есть, или в Винде тоже, кажется, тоже есть уже режим сэндбокса включенный. Или тоже не вариант, не Ну, самый. Ну, я не знаю, потому что я ни разу не пользовался этим режимом Мгм. песочницы. Но вообще хороший вариант, если как бы понимать и разбираться, что происходит в файле, как бы это актуально, наверное, для тестировщиков будет, для Мгм. программистов, которые пишут код на каком-нибудь C, C++, то есть который с достаточно низким работают уровнем, пользоваться программами, пользоваться ресурсами по типу какого-нибудь триаж. Он бесплатный, там надо просто зарегистрироваться, ты можешь туда закинуть файл, он в своих виртуальных машинах его прокрутит и расскажет тебе, что файл делает по командным строкам. Куда стучиться, в какие URL, да? Как ты говоришь, Да, называется? да, 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 да. Что за штука? Триаж. Ну, я могу Триаж? скинуть ссылку потом. Окей. Я ссылку Пока. на твой телеграм тоже скину. В общем-то, да, все будет. Ссылочка в Хорошо. описании будет, ребят. Вот. Слушай, ну у нас как бы мы что-то еще сегодня будем разбирать, или, в принципе, я думаю, для начала Да, вполне нет, себе. все, потому что если мы говорим о серьезных анализах, то это, ну, анализы могут быть и 10, и 20 часов, и больше. Кстати говоря, ребята, еще будет ссылочка. Мне кажется, у тебя на Рутюбе был стрим. Я смотрел там где-то час с Да, чем-то. но там дошло, там за час мы только добрались до первого закрепления стиллера, который мы разбирали, и в этом стиллере вообще ничего не было. То есть, ну, то есть, как бы мы не добрались еще ни до конфигурации, ни до того, там, с чем он толком взаимодействует, там только была проверка на
наличие виртуальной среды и как бы первое его закрепление из нескольких. То есть там еще М. очень мало разобрано, там достаточно большой файл. Вау. Ну, то есть это как кропотливая работа, где ты полдня можешь потратить реально чисто на анализ, а то и больше, наверное, да? И в итоге ни к чему не Ну, прийти не и понять. полдня, больше, больше, больше. И, условно говоря, если, например, есть такая штука, как обфускатор для GoLang, Garble, Ага. вот, и с ним, если нужно прям вот как здесь привести все в исходный код, ну, с ним это прям будет очень долго. Очень. Типа, и потому что, ну, просто потому что нету деобфускаторов до него. И там Мгм. надо будет все ручками из ассемблера переводить, перетаскивать, понимать и разбираться. А как бы, ну, Да. пустим, что программа будет, ну, небольшая какая-нибудь, ну, там, 1002-3 строк с, там, ну, 15-20 функций, еще что-то там. То есть такая достаточно серьезная, ну, как бы маленькая программка, в которой просто полно всего. И если мы открываем его в каком-нибудь дизассемблере, ну, это уже как бы достаточно долгая работа будет. Я уже молчу про Logbit, который, ну, вот я лично анализировал, я находил скрипты, я находил файлы, то есть, ну, как бы уже готовые, и только готовыми там по ячейкам памяти, по брейкпоинтам, по еще чему-то ты хоть как-то начинаешь происходить, понимаешь, что начинает происходить, чтобы м, разбираться дальше. Потому что иначе, ну, вот, грубо говоря, логбит третий из экзешника исходный код не достать вообще. Хм. Вау. Ну да, Ну, ну просто да. потому что они используют сами свои как бы способы обфускации, помимо того, что там и Garble есть, и не только, там не только Garble, там разные вещи есть, там еще есть и техническое запутывание кода, когда там код еще изначально пишется так, чтобы его сложно было анализировать. Например, там типа могут быть вызваны непонятные функции, которые там по сути нигде не используются, они нужны там просто для того, чтобы где-нибудь в логах поставить просто точку. А расписаны они там на, не знаю, 200-300 строк, разбросаны по всему файлу. Каждый Так, у нас анализ, он всегда ситуативен. клево. Вообще, на самом деле, довольно много информации.